как дела? Встречаю вот в аэропорту. Что-то я подустал. Мы ведем, у нас видеосъемка, еще и лайв-трансляция. Здравствуйте, ребята. Да, на Твиче мы только что вот встретили Федю. Мы едем сейчас делать фотографию. Да. Да, на визу китайскую. А после, едем на буткемп. У нас как раз сейчас проходит буткемп PUBG, и дотеры еще здесь. Ну теперь я прям обязан познакомиться с ребятами по PUBG. Меня уже приписали в этот состав, так что... А ты вообще играешь? Нет. Я как-то больше по другой дисциплине. Вот я вчера запускала стрим, мне столько людей писало, как вообще, расскажи, кто такой Вильхиор, там, что это, что ты о нем знаешь. Вот, и многие интересуются, как вот ты попал, как так вот получилось, что ты попал в Нави. Я знаю, ты давал нашему сайту интервью, но все же, как вот попал? Уже вроде бы Илья, когда после того, как взяли Леброна, рассказал, что меня еще и тогда тестили. На тот момент я уже для себя отмечал, да и списалось, мы обсуждали тот факт, я думаю, сейчас это не секрет, что тогда Леброна взяли с учетом того, что он стендинил до этого на турнире, они прошли квалификации, и все думали, что он будет на таком же уровне стабильно играть. Типа, получилось так, что я, конечно, сильно расстроился, как так, не взяли, потом появился командный сложный мимас, потом еще были тесты на Империю, Карбен в видео тоже меня упомянул, как-то так получилось, что все меня прорекламили, и тут попал в Нави. Ты уже второй день на буткемпе. Делись своими впечатлениями. В принципе, все отлично. Вот мы уже с ребятами как-то начали, больше времени проводить вместе. То есть, понятно, мы постоянно находимся вместе, играем, общаемся. За столом тоже, как ни странно, вместе. Не знаю, ощущения достаточно странные, чувствовать себя частью команды, но вот так и есть. Расскажи о первых впечатлениях, как ты зашел в дом, что ты почувствовал, когда поднялся, когда увидел ребят. Первое ощущение, мне не хотелось подниматься наверх. Волнительно? Да, достаточно. На самом деле я уже рассказал, это место я очень часто видел со стороны на видео, а когда ты сам сюда приезжаешь и заходишь в дом, у тебя совсем другие впечатления. Ты думаешь, это может я сплю, может что-то не так, может это все реально страшный сон. Что-то происходит, и ты не можешь это описать. Какие были первые эмоции? И вообще, когда ты узнал, что именно тебя берут? Сколько ты играл игр перед тем, как тебя взяли? Сыграл я вроде бы 6 игр. 5 из них мы выиграли. Это, конечно, ничего не значило, как говорили ребята, но 5 игр мы выиграли. В воскресенье около 6 часов позвонил Игорь, сказал, что мы сыграли игру. Я себя очень плохо чувствовал, я заболел, у нас еще Илья болел. Мы оба очень мало разговаривали, в игре вообще ничего не происходило. Я до этого игры это сказал, что я заболел, может не стоит играть, уже все равно все видели. Он сказал, нет, мы сыграем. Вроде бы, я не помню даже, кому мы проиграли. Но в итоге Игорь вечером позвонил, так и так, добро пожаловать. Наверное, первые минут 5 я просто сидел такой, что? Не верилось, да, до конца? Да я и сейчас не совсем верю. Первые перелеты, что-то происходит. Давай расскажи сначала не о том, как ты попал в Нави, а вот как это происходило, кто тебя позвал опять на тест и как пришло к тому, что ты в Нави оказался. Был первый тест зимой, когда тестили Леброна тоже.
тогда я думаю, что меня взяли просто с хай-рейтинга, ну, то есть в лидерборде в топ-20 был. И меня просто, я думаю, позвали из хай-рейтинга, что у меня висело, что 4-я позиция. Тогда просто мной попробовали. Причем тогда я тестился на 5. То есть я мог играть и на 4, и на 5. Меня это не сильно как-то смущало или мешало. То есть я был способен на то и на то. Ну и тогда вот выбрали Леброна. Не знаю, я общался с Владом, он сказал, что на тот момент он себя показал с лучшей стороны. На самом деле, на мой взгляд, ему помог тот факт, что до этого он стендинил на квалификациях, они прошли. И у него была такая визитная карточка, что вот он себя уже показал, что он хороший игрок, и он будет продолжать стабильно играть так же. Ну, а второй тест мне просто написал Игорь, говорит, типа, не хочешь попробовать еще раз? Говорит, типа, сейчас, может, все получится. Ну и, видимо, получилось. Так как после прошлого теста я уже понял свои ошибки, я сказал Игорю, что дай мне, типа, второго саппорта. Я тогда не знал, кого, типа, кикнули. Якоб. Ну, я сказал, дай мне второй саппорт, пусть он скажет, что ему не хватает, а потом вся команда мне, типа, выразит. Ну, я поговорил с Ильей, он сказал, что вот так и так. Типа, вы именно вот, говорили? Да, мы до этого с ним поговорили, типа, что как не хватает. Потом уже ребята высказали, что где-то, типа, общения не хватает, где-то еще чего-то. Ну, и я начал пытаться под это подстроиться. Ну, и вроде как получилось. Как вообще проходят тесты обычно? Пишет тебе менеджер, допустим, так было и с Империей, с Нави, мне есть с чем сравнивать. То есть тебе пишет менеджер, говорит, что вот, давай в этот день попробуем, там вот столько-то игры, с ребятами пообщаемся, обсудим, что да как, сыграем, куда там будет видно. Ты же закаленный игрок лан, ну, закаленный лан-игрок, но все равно, я так понимаю, просто уже другой уровень. Две разные вообще абсолютно стороны, потому что местные ланы это скорее просто для развлечения, для общения в своей сфере, то есть в своем окружении. То есть ты общаешься с теми же ребятами, они занимаются тем же, что и ты, они просто играют. То есть в удовольствие, не в удовольствие, каждый по-своему. Кто-то пришел вот раз там в месяц, первый раз пришел, просто поиграть, бросать деньги, уйти. И сказать всем пока, всех люблю. А кто-то вот стремится к другому. Как давно ты в доте и как давно ты находишься на такой полупро сцене? Это просто этот вопрос, он очень интересен людям, вот подрастающему поколению, которые отчаянно хотят попасть в киберспорт. А ты вот наглядный пример, как человек попадает в него. Поэтому вот расскажи. Именно если считать с первой доты, то в доту я играю 7 лет, то есть с года 4-го. 7 лет? Да, то есть я никому не советую повторять этот опыт. Меня посадил старший брат, когда ему было 12, мне 7, и мы просто начали вместе играть. Слушай, ну вот тоже мне интересно, в какой момент ты начал более-менее играть? Наверное, к годам 10, вот именно уже играть, то есть понимать, что я действительно играю там хотя бы лучше многих. И просто начал все больше и больше играть, меня игра цепляла. То есть даже когда там, не знаю, мне было уже годам 13, брату 18, он уже закончил играть, типа сказал, он наигрался, все, типа у него учеба, там, девушка, личная жизнь. Ему играть неинтересно. А меня, наоборот, все больше цепляло, что я хочу больше играть, мне это нравится. Там уже были Нави, то есть уже что-то развивалось, и ты такой, блин, я тоже хочу быть игроком. Ты учился по каким-нибудь реплеям или был ли у тебя кумир? На тот момент, когда вот к 10-11 году я Пупей, вот для меня был, наверное, таким эталоном игрока. Мне очень нравилось, как он играл, то есть на всех героях, персонажах, он что-то всегда выдумывал, показывал что-то необычное. И вот для меня это был такой наглядный пример, каким надо быть игроком. А вот по первым ощущениям в команде, вот как же, что там происходит? Илья, вот, например, если взять Илюху, Илья ЧСВ. Для меня Илья сейчас чуть ли не лучший человек в команде, ну ладно. Илья чуть ли не лучший? Но он очень мне уже начал помогать, то есть я ему сразу сказал, что он может все, что хочет мне говорить. После последних игр он сидел там, мне полчаса показывал, в Инстаграме присылал истории, что я делал не так. Серьезно? Да. Типа в ДМе, да? Ну, мы сначала ВКонтакте переписывались, ошибки, он мне что-то объяснял, я что-то не понял. Он говорит, давай через Инсту, и начал все ошибки в Инсту присылать. Снимает видео, говорит, можно было сделать вот так, можно было вот так. И пошло-поехало. 2 недели после эпицентра сложные были для тебя? Да, были некоторые сложности, а так нормально все. Как с Леброном вообще попрощались? Попрощались мы еще на эпицентре, ну, попрощались нормально, то есть, да, в нем что-то кого-то не устраивало,
в принципе, он где-то не дотягивал, но в целом он-то хороший игрок и приятный чувак. Так что ему немножко подтянуть где-то в скилле, где-то, ну, то, что мы ему говорили, и он будет крутым игроком. Была ли возможность вообще сохранить предыдущий состав или не было смысла? Да, была возможность. Если мы бы на эпицентре заняли высокое место, ну, может, 3, 4, 1, 2, тогда бы, скорее всего, оставили. Потому что последние, ну как, поначалу у нас не получалось, было все плохо. А под конец уже Starladder, эпицентр, у нас начались свои идеи. Мы по статье много разобрали и прогрессировали. Да. Ну, довольно быстро, на самом деле. Прогрессировали. А потом спад на эпицентре? Да не было спада на эпицентре. Было просто против Ньюби. Если бы выиграли, то, думаю, там бы у нас все пошло хорошо, и мы бы заняли хорошее место. Но так проиграли Ньюби, мы расстроились. И против Пейна там уже был брейн-офф. Вот ты понимаешь, что ты попал в Нави вот в такое, знаешь, очень непростое время. Да, во-первых, сейчас супермажор. То есть нужно максимально за эти 2 недели буткемпа запотеть, хоть ну, что-то показать на мажоре. А сложно, потому что команды там, ты сам знаешь, какие там команды. А потом еще open квалы. Это тоже. И best of 1. Best of 1. Я в курсе, я там играл. Вот насчет этого, вот какие у тебя мысли? Ты понимаешь, что, ну, нельзя сказать, что на тебя вся надежда, но как бы хотелось бы, да, понадеяться. Ну, не знаю, мне кажется, на супермажоре мы должны как минимум что-то показать, подготовиться за этим. Ну, у нас 2 недели вроде есть с половиной. Мы должны показать что-то, хотя бы наиграть уже, понять, что мы от друг друга хотим, что у нас получается, что нет. А к квалификациям подойти просто в хорошей форме. Меня сейчас посадили на одну из, ну, по крайней мере, в мете одну из самых главных ролей в игре. То есть Илья мне ее в каком-то плане уступил, считай. И я понимаю, что на мне, наверное, лежит даже не столько груз со стороны болельщиков или фанатов, а груз со стороны в каком-то плане Ильи. Потому что в плане я не хочу показать себя плохо на этой роли. Я хочу сделать максимум, потому что, допустим, я понимаю, что Илье, может быть, в каком-то плане будет обидно, если я буду плохо играть, что он будет думать, кому я уступил или что-то такого есть плана. Такое, я понимаю. Да, и мне не хочется заставлять его об этом думать, потому что я понимаю, насколько это потом будет на него давить, если я буду плохо играть. А почему он решил на 5 сесть? Он хочет заняться координацией игры в моментах. То есть пики останутся также на Дане, но Илья хочет больше координировать масштабные, то есть, действия команды. Как ты думаешь, это вообще нормальный вариант, когда у тебя один человек пикает, другой координирует? Как это вообще работает? Мне представить, честно говоря, сложно, потому что это 2 разные идеи абсолютно. То есть я не знаю, как Илья с Даней будут в этом плане пытаться состыковаться, что ли, потому что им надо прийти хотя бы к одной идее постоянно, ну или хотя бы, допустим, у Дани будет идея, пусть, чтобы Илья ее полностью понимал, как нам двигаться, как нам играть, что нам делать. Вы рассматривали ли еще кого-то, кроме Феди? Кроме Феди, да, рассматривали. Почему именно Федю? Я даже не помню, кого мы рассматривали. Почему именно Федя? Федя, потому что, ну, лично мне он понравился тем, что он не боится говорить и не был зажат. То есть он легко с нами разговаривал и предлагал много, и у него сигнатурные герои, это всегда плюс. Вот. Поэтому берите на заметку, сигнатурные герои, это ценится. Кристаллик. Вы с Кристалликом давно знакомы, там, не знаю, давно совместно играете, наверное. А вот разница между Кристалликом в пабе и Кристалликом в игре, она есть вообще? 2 разных человека. В паблике он может умереть 3 раза, сказать, я больше не хочу играть, я в лес. Там, или что-нибудь подобное. Ему просто надоедает играть с людьми в паблике, все. Он говорит, развлекайтесь сами, я ушел. А в компете, ну, даже если он умрет 10 раз, он скажет, парни, у меня все здорово, я фармлю. Занимайтесь своим делом. Все. Даня, ну, достаточно позитивный, простой парень, который тоже, ну, ему хочется тоже побед, как и всем. Да, так можно сказать про каждого. Сложно пока. Я слишком мало времени провел с ребятами, чтобы о ком-то вот как-то масштабно говорить. Открытые квалификации. Боишься? Я там часто играл, я не сильно. Вот квалификации открытых не боюсь, но количество сильных команд в квалификациях меня немного напрягает. В этом году их, наверное, будет
не было еще столько команд в открытых квалификациях. Вообще никогда не было. Обычно в закрытых вот там происходит... Вот там ужас, да. А сейчас кто у нас закрытые попадут? 2 команды, Flight Moon и Vega вроде, и все. А Spirit не попадают? Нет, они поменяли медиа. То есть они поменяли... Точно. И ЛТВ. Да, они ЛТВ на года поменяли. Да. Ну, good luck, have fun, как говорится. Спасибо. Нет, на самом деле, ничего, мы будем переживать. В общем, тебе спасибо за интервью. Мы еще будем снимать влоги с этого буткемпа, несколько видео, но не особо будем так ребят отвлекать, потому что, сами понимаете, небольшой буткемп перед супермажором, надо подготовиться. Тебе удачи, твой кулачок. Спасибо. Все будет. Обязательно. Вообще, вот эта вся зона, она санаторная, это как бы за городом, ну как ты мог понять? Да, я понял. И здесь классно, есть озеро, можно погулять на озере. А днем можно утром Пресуху покачать, фотки в Инстаграм. Ну, короче, Илья расскажет, да? выйти на улицу. Ну, классно, реально. Можно вот такие запахи. Так а что это? Почему так долго? Что долго? Задержали, да? Да, я им не понравился. Ну, как мужику, который в первый раз паспорт смотрел, такой, чё, Нави, киберспорт? Да, иди туда, посиди. А у них еще смена произошла, они сидели, чаек пили, отдыхали. Добрый вечер, доставка поста кафе, оператор Оксана. Добрий вечір, це Валерій. І я вас замовляв, ви мені дзвонили. А ты вот? Доставка потрібна на вулиці Київській. Такой що ви правильно?